Добрый день, дорогие друзья! Сейчас вы увидите фотографии моей новой французской кофточки на размер 44-46, которую я совсем недавно связала. И будет фотография модели из интернета, которая представлена в таком светло-светло, таком персиковом цвете. Там именно узор клубника. И представлены будут вам фотографии, значит, такой небольшой анонс или обзор фотографий, как вот эта кофточка выглядит уже на модели, то есть на человеке, для которого я это вязала, на девушке. И как эта кофточка выглядит спереди и сзади. И вы увидите фотографии. Кофточка эта в разных ракурсах. И затем мы с вами начнем вязать непосредственно эту кофточку. И это будет подробный мастер-класс. И те, кто со мной свяжут, я думаю, все получится замечательно. И приглашаю посмотреть мой мастер-класс и по возможности связать вместе со мной такую замечательную кофточку. Приятного просмотра и давайте начнем вязать. Итак, продолжаем наше вязание. Вот, после того, как мы с вами вот связали образец клубнички, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, почти 6 раппортов. Почти 6 раппортов. И вот видно, что вот сделана уже пройма. Вот, я делала пройму, но до проймы в четвертом, вот, значит, нашей клубнички в четвертом узоре, раппорте 1, 2, 3, 4, вот в четвертом, я вот здесь прибавила в шестом ряду одну петлю и в восьмом ряду одну петлю. И вот начиная вот отсюда уже пошло у меня немножко расширение. Далее, когда была провязана, я уже дошла, посчитала, у меня здесь, вы посмотрели, сейчас 33 сантиметра. Я, значит, как закрывала? Сначала 4 петли, потом 3, потом 2. И дальше по прямой. Вот получается 9 петель я закрыла с одной стороны и с другой стороны. Далее я провязала дальше и уже закрыла одно плечо. Вот. Значит, я провязала здесь 19,5 сантиметров и начала формировать горловину. Значит, у меня здесь было 62 петли, получалось в общей сложности. Разделила на 4, это 15 и 2 петли в остатке. 2 петли, которые в остатке, я отдала вот сюда на горловину. Вот, и получилось у меня, значит, на рукава, на плечи у меня получилось 15, а здесь у меня получилось 2 части, 15 на 2, 30, плюс 2, 32. И вот я закрывала в 3 приема по 5 петель, а здесь я закрывала по одной петле, ну и потом уже остальные закрыла вот в таком вот варианте. И мы сейчас с вами закроем второе плечо, чтобы вам было наглядно, понятно. Присоединила нить вот здесь, вот присоединила нить, и будем сейчас закрывать. Итак, я провязала один ряд и вот здесь закрыла 5 петель первых. Провязала по прямой и остановилась вот здесь, где у нас горловина. Здесь я закрыла на повороте 2 петли вместе провязала. Сейчас я развернусь. Больше петель я сейчас пока не закрываю. Провязываю по прямой и двигаюсь к краю плеча. Здесь у нас в настоящее время я узор закончила провязывать. Я провязала 12 ряд, 13 ряд.
И 14 ряд. Вот это вот 14 ряд я провязываю, если говорить о схеме. И у нас здесь мы вяжем все по прямой. Вот в конце закрываю 2 вместе изнаночные, разворачиваюсь, и закрываем еще 4 петли. Одну мы уже закрыли, значит, вот вторая. Третья, четвертая, пятая, это вот мы закрыли вторую часть плеча. Двигаемся к горловине, и в конце ряда мы закроем 2 вместе, провяжем. Так, вот эту петлю я разверну и провяжем 2 вместе лицевой. Развернемся. Здесь я закрою еще одну петлю. Теперь провязываем дальше. Узором я сейчас не вяжу, я вяжу все на лицевой стороне лицевыми, на изнаночной изнаночными. В конце ряда 2 вместе, сильно не затягиваем. И продолжаем закрывать петли. Так, маркер сбросим. Закроем еще одну петлю. Так, эту петлю мы провяжем. Так, здесь мы петлю развернем, вот эту. Закроем в конце лицевой. Развернемся. И закроем сейчас все остальные петли. Так, вот у нас получилось. Сейчас я отрежу вот здесь ниточку. Вот получилось у нас горловина. Вот одно плечо, вот второе плечо. Итак, до следующего включения я за кадром наберу петли на переднюю полочку, на 2 передние полочки, и мы с вами встретимся. Итак, сейчас мы будем вязать переднюю полочку. Я буду вязать сразу с 2 моточков, с 2 клубочков. И я вот набрала петли. И сейчас немного расскажу о расчетах. Я уже сказала, что вяжу вот эту кофточку на размер 44-46. И теперь я скажу, сколько я набирала петель, исходя из того, что у меня будет планка на 6 петель. Так? Итак, вот у меня на спинке было 74 петли, без кромочных. Из этого расчета я исходила. Немного поговорим о расчетах. Значит, на спинке 74 петли. Я сделала, значит, на передние полочки. Я сделала расчеты так. Я на планку беру 6 петель. Итак, 74 петли минус 6 петель получается 68 петель. Если их разделить на 2, получается 34 петли. И плюс вот к этому количеству 34 петли я добавлю по 6 петель планки. Итого получается 40 петель. Итак, 40 петель плюс 2
кромочной равно 42 петли на каждую полочку. Имеется в виду, что у нас будут пуговицы, будут застежка. Далее 6 петель я буду вязать полой резинкой. 6 петель равно полая резинка. Значит, в каждом пятом ряду, то есть не довязывая пятый ряд, делаем разворот. В каждом пятом ряду разворот и укороченные ряды делаем. Так, и спицы номер 3. Спицы номер 3,5. Спицы номер 3,5 у меня. Так, укороченные ряды сделаем. Первая петля. Так, петля. Будем делать в 7 ряду. В 7 ряду. Я вяжу аналогично, в общем-то, значит, как я вязала сверху вниз, регланом сверху вниз. Я делала петлю в 7 ряду, то есть на горловине. Здесь мы внизу, вот снизу, когда будем вязать, первую петлю сделаем в 7 ряду. То есть мы развернемся, провяжем укороченные ряды, начнем сразу вывязывать петлю. Петлю в 7 ряду делаем. Итак, значит, маркеры приготовлены, но мы сначала будем вязать нашу резинку 1 на 1. Вот я провязала 6 петель полой резинки. Дальше мы вяжем, начиная с лицевой, начинаем вязать резиночку 1 на 1. И вот на этих петлях вяжем полую резинку. И, как я сказала, не забываем делать укороченные ряды. Итак, провязываем резинку. И в 5 ряду мы с вами встретимся. Я показываю на одной полочке, значит, на одной полочке, а на второй полочке аналогично вязать. Итак, вот до следующего включения я провязываю за кадром резинку, и мы с вами встречаемся. Итак, я провязала 4 ряда резиночки 1 на 1. И вот видно, что полая резинка короче, чем моя основная резинка. Для этого нужно провязать укороченные ряды. Итак, 5 ряд. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой и так далее. Вот 6 петель провязали. Маркер можно временно снять. Следующую петлю провязываем лицевой и разворачиваем наше вязание. Эту петлю снимаем как кромочную и сделаем такой двойную. Разворачиваем ее, натягиваем и делаем ее двойную такую. Далее лицевая, как обычно, изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем нить перед работой и так далее. Кромочная, изнаночной. Опять провязываем лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем. Вот мы подошли к нашей двойной петле, провязываем ее за 2 дужки лицевой, надеваем маркер и вяжем дальше 5-й ряд. Это у нас 5-й ряд вот этой обыкновенной нашей резиночки 1 на 1. И встречаемся с вами в 7 ряду. Будем делать первую петлю. То есть мы сделали укороченные ряды, у нас вязание выровнялось. Так, выровнялось вязание. И мы вяжем дальше 5-й ряд, 6-й, и в 7 ряду встречаемся. Итак, вот у нас 5-й ряд. Вот это у нас левая полочка.
И вот у нас планочка наша на 6 петель. И здесь провязано 5 рядов. Я буду разворачиваться, 6-й ряд не довязывать до конца и делать здесь укороченные ряды. То есть вот такой вариант на левой полочке. Я вам покажу. Итак, мы находимся в 6-м ряду. Будем выполнять петлю. Вот в этих моих записях, вот я здесь напишу в 6-м ряду. В 6-м ряду. Так, вот у нас 6-й ряд. Вот наши 6 петель. Провязываем 3 петли, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая. В зависимости от величины вашей пуговицы будущей делаем либо 2 накида, либо 1. И дальше провязываем 2 вместе лицевой. Дальше изнаночную снимаем и провязываем кромочную. Разворачиваемся, вяжем дальше. Лицевая, изнаночную снимаем. Делаем еще 1 накид. И вот эту петлю распускаем двойную. У нас будет вот такая большая петля. И теперь провязываем дальше. Изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевая. Изнаночную снимаем. И вяжем дальше по рисунку. И в следующем ряду мы закончим уже нашу петлю. Итак. Вяжем по рисунку. Это у нас 7-й ряд. И встретимся в 8-м ряду. Итак, вот это у нас 8-й ряд. Я заканчиваю вязать 8-й ряд. Это четный ряд. Это четный ряд. Вот мы провязываем по рисунку. Лицевые провязываем, значит. И вот наша петля. Вот она. Мы провяжем ее просто изнаночной. И то есть вот наша петля, вот она. Это вертикальная петля, она будет хорошо смотреться. И все, я думаю, у нас будет аккуратно. Вяжем дальше. И я рядом, здесь у меня есть приготовлена пуговица. Сейчас мы с вами посмотрим, как это все будет выглядеть на самом деле. Вот у меня вот есть такая пуговка. Это пуговка от моей первой французской кофточки. Если я такого же качества найду зеленую, то, конечно, я куплю зеленую. Ну вот давайте посмотрим, как такая пуговка проходит в петлю. Ой, упала. У меня еще одна есть рядом. Вот она хорошо проходит. Вот такой величины. Сколько она, значит, сантиметров, миллиметров, я сказать не могу. Вот, но я планирую вот такие маленькие пуговки на такую кофточку. Вот так она будет смотреться. Вот от края немного я отступила. И вот здесь будет пуговка. Итак, провязываем точно так, как вот в этом. Мы провязываем 12 рядов. 12 рядов. И потом я подключусь. Мы с вами сделаем разметку маркерами и начнем вязать. Итак, до следующего включения. Итак, очередное подключение. Значит, я провязала 12 рядов резинки. Вот сейчас сделала очередной укороченный ряд в 12 ряду. И, кстати, я стала записывать вот так вот укороченные ряды. Вот в 12 ряду. И на другой, на левой, это вот правая полочка, и на левой полочке записывать. Кроме того, вот можно еще вот такой счетчик рядов взять и записывать ряды, которые вы провязываете. Либо правую полочку, либо петлю. Вот такой счетчик рядов еще можно. Я стала записывать. Итак, давайте распределим петли вот на этих вот наших петлях. Итак, значит, у меня вот 6 петель планки. Повесим красный маркер. Далее, одна вот петля, вот эта петля, которую я использую для того, чтобы вот эти делать укороченные ряды, и я вокруг нее обворачиваю петли. Значит, одна эта петля будет, как бы рабочая такая петля. Дальше
Еще одна петля у нас будет как петля одинарной дорожки. То есть здесь у нас будут накиды. Будем добавлять накиды. Так, потом 3 лицевых. Просто 3 лицевых, которые будут отделять одинарную дорожку от двойной дорожки. Вот 3 лицевых. Повесим маркер. 5 петель двойной дорожки. Мы сразу их провяжем. Вот мне нужно развернуть петли. И вот так 2 вместе. Лицевая. И еще 2 вместе. Развернем, чтобы они смотрели. Эти вправо, эти влево. 2 вместе. То есть это 5 петель мы задействовали, но мы взяли 2 вместе, значит 3. Теперь 21 петля клубника с веточками. Итак, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 вместе вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, петли надо развернуть, 2 вместе влево и 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повесим маркер, это конец ряда. Далее у нас здесь будет 1 петля, будет петля с накидами, это у нас будет одинарная дорожка. Еще повесим маркер. И в остатке у нас осталось 2 петли. Это просто будут лицевые петли, потом они нам нужны будут для сшивания полотна. И кромочная. Итак, на второй моей полочке я тоже вот параллельно все точно так же сделано, уже тоже провязываю. Стараюсь вязать немного правую полочку, немного левую. И хочу напомнить еще раз, вот эта правая полочка, на правой полочке у нас петля. Не перепутайте, то есть вязание наше выглядит вот так, покажу вам. Вот так вот, если положить, вот это правая полочка, вот это левая. Вот у нас, значит, полая резинка вот здесь и полая резинка вот здесь. Вот так выглядит наше полотно. Вот полотно выглядит вот так. Этот маркер можно убрать отсюда. Вот. Вот здесь у нас полочка, значит, наша полочка и планка из полой резинки. И вот это тоже наша планочка из полой резинки. То есть вот это левая часть, вот это правая. И начинаем вязать дальше, провязывая клубнику с веточками по узору. И вот, как я уже сказала, можно сделать вот такую себе, расчертить. Или же использовать, значит, вот использовать счетчик рядов, кто как хочет. Вот такой вот вариант. Итак, вот провязываем, значит, по узору клубнику с веточками на 21 петлю. Провязываем одинарные двойные дорожки. И встретимся с вами в очередном включении. До следующего включения. Итак, очередное включение. Провязано 26 рядов. Вот на счетчике у меня 27 ряд. Вот это будет 27 ряд. Вот, и, значит, я в следующем 28 ряду. Да, что касается петли, вот петли, я рекомендовала бы все-таки начинать делать петлю в изнаночном ряду. То есть, вот, значит, в 28 изнаночном четном ряду я буду начинать очередную петлю. Значит, мы сделали в 7 ряду, у нас вот записано. В 6 мы сделали в 6 ряду. Если в 28, так это через 2 ряда, через 22 ряда. Вот. И вот что у нас получается. Давайте посмотрим. Сейчас я немножко камеру приближу.
Итак, вот что у нас, значит, наша планочка, полая резинка наша. Дальше вот этот ряд, где мы делаем обвитие. Одна изнаночная петля. Дальше на одну петлю у нас одинарная дорожка, но потом накид мы добавляем, вот, значит, на одну петлю. Дальше просто 3 лицевых петли, вот они, просто 3 лицевых петли. Дальше двойная дорожка, вот на 5 петель. И вот начинается после двойной дорожки, вот такая довольно большая, вот она, значит, клубника, вот веточка и вот веточка. Далее, вот здесь одинарная дорожка на одну петлю, ну вот видно, вот. Потом дальше 2 петли остаются у нас в остатке и кромочная. Вот этот такой результат у меня на правой полочке, там, где у нас петля. Соответственно, я сейчас буду вязать, вот у меня совсем мало провязано, я буду вязать сейчас, значит, левую переднюю полочку. И я думаю, что у вас все нормально получается. И, возможно, мы встретимся в следующем включении уже возле проймы, когда мы будем вывязывать пройму и будем, значит, потом делать подсчет, как нам вывязывать V-образную горловину. Итак, до следующего включения. Итак, продолжаем вязание. Значит, вот у меня вот эта правая полочка, это левая полочка. Значит, я хочу рассказать, как я проделала петли через сколько рядов. Значит, вот эту петлю, это первая в 6-м ряду. Далее, вот петля, 28 ряд. Дальше петля 3-я, 50-й ряд. Сделала все в четных рядах. И следующая петля 72 ряд. Получается, в каждом 22 ряду я делала петли, вот эти вертикальные петли. Дальше. В настоящее время у меня провязано вот 5 и еще немного. Так, я покажу, пожалуй, вот на этой, на правой полочке. Я ее разложу, чтобы было видно хорошо. Значит, провязано у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов вот этого узора клубника с веточкой. И вот провязано еще 6 рядов. 6 рядов. И теперь уже я буду делать пройму. На спинке я делала пройму на, значит, на 9 петлях. Здесь у меня я немного набирала петли. Сейчас я расскажу. Я вот здесь добавила петли. Значит, у меня записано... Значит, первую прибавку я делала в 4-м раппорте. 1, 2, 3, 4. Вот в 4-м раппорте, в 6-м ряду я сделала первую прибавку. Вторую прибавку я сделала в 5-м ряду, тоже в 5-м раппорте. Вот он, 5-й раппорт, в 6-м ряду. И далее уже я делала так прибавки, сделала несколько прибавок через ряд. И в настоящее время у меня вот до маркера, вот у меня 2, 4, 6, 8 петель. Фактически эти петли нужны мне, в общем, для формирования проймы. Потому что так, ну, на 44-46 размер, конечно, петель хватает этих. Поэтому вот таким образом. В результате у меня было на каждой полочке 43 петли, и у меня добавилось 5 петель. То есть на каждой полочке у меня сейчас по 48 петель, и я почти все эти петли буду закрывать в пройме. Итак, в 7-м ряду, вот это мы 6 рядов привязали, в 7-м ряду в изнаночном, вот, разворачиваюсь, и в 7-м ряду я начинаю делать убавки. Убавки буду делать так, я провязывать не буду, я просто расскажу. 4 петли, а вот здесь в конце, я провяжу только 2 петли вместе, то есть одна закроется. Развернусь и буду дальше
делать убавки, то есть мне нужно всего убавить 4. Провяжу по лицевой стороне, выполняя узор, конечно, провяжу вот сюда, в конце ряда, для плавного закрытия. Закрою 2 вместе, развернусь и буду дальше закрывать петли. Итого я закрываю 4, 3, 2, 9 петель. Вот. И далее потом уже будем выполнять наш узор. Итак, я сейчас закрою за кадром, закрою петли. Я к вам вернусь и я расскажу, как я буду выполнять вот эти вот скосы для V-образной горловины, как я буду делать подсчеты. Итак, до следующего включения. Итак, продолжаем наше вязание. Вот у меня очередное включение. Значит, вот у нас передние полочки, вот это у нас спинка, вот эта спинка. И вот сколько провязано. И нам сейчас нужно сделать некоторые расчеты для того, чтобы нам связать горловину. В процессе вязания я говорила, что у нас будет V-образная горловина, но планы изменились, будет круглая горловина, глубокая круглая горловина. V-образная горловина вяжется, в общем-то, даже, можно сказать, проще. И как вязать V-образную горловину, можете посмотреть. У меня есть я в начале марта выпустила мастер-класс по вязанию кардигана полупатентной резинкой. И там V-образная горловина. И можно там посмотреть. Сейчас я буду здесь вязать круглую горловину, глубокую круглую горловину. Итак, значит, я свое вязание подвину немного в сторону и буду показывать вот на этой пройме. Значит, вот, смотрим. Вывязана пройма, и вот я положила вот левую полочку, счетчик рядов, левую полочку. И вот сейчас мы посмотрим. Вот, у меня здесь рядом сантиметровая лента. Значит, у меня здесь провязано 8 сантиметров. Вот, 8 сантиметров провязано. И всего пройма 20, то есть 12 сантиметров мне нужно провязать вот эту круглую горловину. Но имеется в виду вот до сюда, вот до вот этой точки, вот до этой точки нужно провязать 12 сантиметров. И сейчас нам необходимо сделать некоторые расчеты. Но до расчетов еще хочу сказать. Вот последняя петля была вывязана у нас в 94 ряду. Если добавить плюс 22 ряда, то следующая петля будет в 116 ряду. У нас на счетчике рядов сейчас 111 ряд. То есть в 116 уже, скажем, скоро будем вывязывать на полой резиночке, будем вывязывать очередную петлю. Но сейчас, вот я просто об этом говорю, что на полой резиночке будем вывязывать. Но сейчас у нас начинается вот здесь убавка петель. И пока я не начала расчеты, еще хочу сказать, что касается вот узора. У меня я вяжу на 40 размер 44-46, и у меня здесь я буду вязать узор до тех пор, пока у меня вот здесь будут еще петли, возможность петель. Но поскольку я уже посчитала, что мне нужно закрыть 19 петель, то узор будет не полностью. Если у вас есть возможность, вы можете перейти на узор не 21 петлю, а на 11, то есть на простую клубнику. Не клубника с веточками, а клубнику. Вот давайте посмотрим сюда, развернем. Вот, это на 11 петель обычно узор клубника, а вот этот на 21. То есть вы можете перейти. Но я посчитала свои петли, посмотрела, у меня не получится. И в результате моих раздумий и расчетов я дальше вот сначала несколько рядов, наверное, рядов 4, может 6 провяжу с веточкой и с узором, но когда у меня в процессе убавки будут убавляться постепенно петли, я перейду просто на лицевую гладь. И сейчас хочу показать еще на конкретном примере. Вот у меня в кадре появился мой кардиган, моя кофточка французская. Вот посмотрите вот на эту часть, конкретно вот сюда. То есть сейчас, ну здесь другая горловина, но тем не менее, вот сейчас мы находимся, предположим, вот здесь.
ну, на зеленом варианте. И дальше я вязала просто лицевой гладью, и рисунок от этого не пострадал, потому что рядом был рукав, здесь с красивым регланом, у нас будет рукав немного другой, но тоже, конечно, с рисунком, и с двойными дорожками, и с узором клубничка, то есть рядом будут узоры, и вот акцента, ну, мне так думается, вот сюда не будет особого акцента. Итак, это я отложу в сторону. Итак, значит, еще раз итоги. В 116 ряду у нас будет очередная петля. Значит, мы сейчас будем делать с вами расчеты, и если у вас количество петель не такое, как у меня, гораздо больше, вы продолжаете полностью на 21 петлю вязать узор клубника с веточками. Итак, давайте приступим к расчетам. Итак, нам необходимо сделать небольшие расчеты для того, чтобы нам делать убавки для нашей глубокой круглой горловины. Значит, у меня есть 40 петель. 40 петель. Нужно отнять 15 петель плеча. Получается 25 петель. В наших убавках не будут участвовать петли планки, поэтому 25 петель минус 6 петель равно 19 петель. 19 петель эти нужно убавить за 4 этапа, за 4 части. Разделим на 4, получим 4 и остаток 3 петли. 4 петли, 3 петли в остатке. Итак, мы будем наши убавки выполнять в 4 этапа. В первом этапе мы закроем 4 плюс 3 петли равно 7 петель. Я сейчас говорю о расчетах на одну полочку, на вторую аналогично. Во второй части наших убавок мы, значит, из этих вот 4 частей мы делим, 4 петли делим на 2. И получается 2, 2. В третьей части мы вот тоже из этих 4 берем 4, делим, третью из 4 делим на 3. Получается 2, 1, 1. И в четвертой части, в последней части, закрываем по одной петле 4 раза. Вот теперь нарисуем, как это будет выглядеть. Как это будет выглядеть у нас. И вот здесь наша планка. Это вот петли планки. И вот убавки наши. 7. И вот здесь 7. Дальше 2, 2. Это вот вторая часть. И здесь точно так же 2, 2. Дальше третья часть. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Вот первая часть убавок, вторая, третья. В четвертой части убавки мы закрываем по одной петле 4 раза. 1, 2, 3, 4. Вот. И здесь точно так же. 4 раза, значит 1, 2, 3, 4. Вот такие убавки. Вот эти петли планки, мы их соберем на дополнительную булавку, и они в вязании участвовать не будут. Теперь в 1 сантиметре у нас, так, вот здесь напишем, в 1 сантиметре у нас 2,8 ряда. Нам нужно убавить 12 сантиметров. Мы говорили,
у нас 8 петель проймы, всего 20. Провязано 8, провязано всего 20, то есть 12. Поэтому 2,8 умножаем на 12, получается 33,6 ряда или 34 ряда. Итак, получается, что у нас вот здесь будет 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поскольку мы убавки будем делать в каждом втором, значит, у нас получается 11 рядов умножить на 2, мы провяжем 22 ряда. Но нам нужно вот 34. Следовательно, 34 минус 22 равно 12 рядов. 12 рядов. Или 6 раз. Развернуться 6 раз. Получается, что когда мы провяжем вот эти вот по нашим расчетам, мы еще провяжем 12 рядов по прямой до плечевых скосов. И дальше будем выполнять плечевые скосы. Точно так же, как на спинке. Затем поднимем петли вот отсюда с планок. Здесь мы наберем резиночку 1 на 1 по кругу и будем дальше соединим все. У нас мы сошьем петли, мы сошьем переднюю полочку и спинку по плечам и по кругу наберем петли. Итак, провязываем до следующего включения.